Друзья, привет! Сегодня, наконец-то, я добрался до того, чтобы опубликовать и сделать для вас видео по одному из, наверное, самых трендовых районов и самых необычных районов Дубая. Район, который называется Экспо. Welcome to Expo City, Dubai. A new world of opportunities in the home of Expo 2020 Dubai. A sustainable, tech-enabled, human-centric city of the future. It's a special city filled with your favorite Expo 2020 memories, where you will get to remember every moment and relive the experiences you cherish. Expo City Dubai, a world of potential awaits. Для того, чтобы записать это видео, этот материал, а также, как говорится, прочувствовать этот район полностью, я без лишней скромности вам хочу сказать, что я специально на месяц переехал в этот район, заселился в отеле прямо в центре Экспо Сити. ВРОВ — это один из моих любимых отелей. Я в этой части видео в том числе проведу для вас небольшой тур и экскурсию, почему этот отель мне так нравится. И, короче говоря, в течение 30 дней, 30 там с небольшими дней, когда я здесь проживаю, я просто буквально прожил здесь отдельную маленькую жизнь, и поэтому я вам покажу, наверное, без приукрас, там, со всех сторон район, как он выглядит сегодня, и самое главное, я расскажу о том, как он выглядит в будущем, потому что совсем недавно был скорректирован мастер-план, естественно, он был скорректирован в более масштабной и интересной плоскости. Короче говоря, в этом видео будет множество интересной информации, кроме простых бытовых вопросов, где я живу, что тут происходит, да, какие места я посещаю и вообще какие здесь достопримечательности сейчас есть. Я расскажу, естественно, о том, что будет в будущем, как государственный мастер-девелопер этого района, Экспо, будет развивать этот район и почему, возможно, этот район будет интересен для вас с точки зрения жизни, а может быть и просто для инвестиций. Прямо по центру в Экспо 2020, по центру вот этого бизнес-жилого комьюнити находится отель РОВ. РОВ — это 4-звездочный отель, сеть отелей. Я здесь уже неоднократно проживал в Сити-Воке, проживал в Ля Мэри, и вот сейчас я специально приехал в Экспо 2020, и здесь попробую пожить какое-то время, если быть точным, целый месяц, для того, чтобы оценить этот концепт. А концепт я называю как отель для молодых, амбициозных одиночек-профессионалов. Вот. Почему? Потому что здесь, собственно говоря, сейчас я покажу, станет понятным, почему именно так, потому что, мы сейчас увидим по первому этажу, где находятся основные места удобств, назовем это так, располагаются очень много коворкинг-зон и кафе и баров. Вот это у нас входная группа, тут у нас парковка, валли-паркинг, тебе не нужно парковать свою машину, если она у тебя есть, да, ты просто приезжаешь, и тебе машину паркуют под землей. У нас здесь вот новогоднее настроение. Значит, там дальше у нас большой кафе-ресторан, здесь обычно проходят бранчи и завтраки, столиков, наверное, 30, наверное, еще за пределами. На террасе есть какое-то количество столиков. Вот повсюду места для работы. Вот сейчас, собственно говоря, мы их и покажем в первую очередь. Вот это вот такой типа бар. Здесь у нас кафе, круассаны, кофе. Вот это у нас место для чек-ин и чек-аут. Вот это одна из зон для работы. Зона для ожидания. Предполагаю, что здесь, наверное, люди ждут, когда чек-ин, чек-аут. Там детишки играют. Вот дальше у нас выход на центральную площадь. Это вот так называемый Доум, центральная часть Экспо. Здесь вечером проходят всякие мероприятия, цветовые, лазерные шоу, по выходным здесь играет диджей. Вот. А по территории Экспо ходят вот такие багги,
Какие-то из них платные, какие-то бесплатные. Вот, в частности, вот этот желтенький, это платный, 5 дирхам стоит проезд. Ты можешь приехать на любую точку этого района. Так, ну давайте вернемся обратно в отель. Почему? Потому что я хочу показать самое главное, это у нас места для коворкинга, для работы. Вот такие вот 3 кабинки. Я их тоже замечал раньше в других ровах. Здесь можно зумиться, здесь есть направленный свет, здесь можно даже видос снимать. Я вот здесь один раз видео снимал для своего канала. Здесь у нас камера хранения. Вот, и вот здесь большая зона коворкинга. Смотрите, здесь 1, 2 и 3. Это у нас конференц-залы, их можно бронировать. Вот тут ребята работают активно. Есть кафе, бар, можно что-то выпить, перекусить. Вечерочком здесь транслируют спорт, футбол. Вот, а это 2-я зона, где, собственно говоря, еще ребята работают. Вот, большой теннис. В одном из этажей здесь располагается спортзал. Ну, он на самом деле такой скромный достаточно, как и во всех многих отелях. Вот, что здесь прикольного на этом этаже, кроме спортзала, это у нас комната для пастерушек. А перед тем, как мы туда пойдем, посмотрите, какой здесь вид вот на центральную площадь. Ну, конечно, вряд ли видео передает весь масштаб, красоту, вечером здесь вообще бомба. Кстати говоря, сейчас вот здесь вот в выходных проходят рождественские ярмарки. Вот так вот выглядит постирочная комната. Здесь можно воспользоваться стиральной машинкой, это сушилка. Покупаешь жетон, каждый жетон стоит 30 дирхам, если не ошибаюсь, что это получается, это порядка 600-700 рублей. Вот. Один жетон на стирку, второй на сушку. Ну и здесь можно погладить. Все время во всех отелях на зоне для постирки показывают старые серии «Друзей». Итак, мы в Expo Village. Это другая часть Expo 2020, находящаяся с другой стороны от метро. Это тот район, который на сегодняшний день является единственно жилым. Здесь построено несколько зданий. И сегодня мы встретились с Игорем. Игорь здесь живет. Игорь мой друг. Мы с ним вместе раньше работали. Знакомы еще из Санкт-Петербурга. Да. Вот, и сегодня я попросил Игоря немножко рассказать о том, как живется в этом районе и прочие интересные факты о жизни в Expo City. Спасибо, Дима. Буду рад рассказать о том, как мне здесь классно живется. Я люблю Expo City, я люблю Expo Village. Пойдемте погуляем, покажу вам красоты местные. Игорь, ну а почему Экспо? Вот в основном люди где останавливаются? Бизнес-бэй, Марина, у кого чек побольше, Дамаг Хиллз, Дубай Хиллз, Крик Харбор, Пальм Джумейра, да? Почему ты выбрал Экспо? Слушай, ну я пожил и в Бизнес-бэй, и на Марине. Хорошие районы, сразу говорюсь, но есть нюансы. Мне не понравилось то, что в Марине всегда пробки. Утром сложно уехать, вечером сложно приехать, много народа. Ну, такая толчая, суета. Там хорошо, наверное, быть туристом, но постоянно жить в Марине, ну, не очень понравилось. В Бизнес-бэе то же самое. Там не очень удобно даже вот в плане прогулок. Там узкие тротуары, постоянно они прерываются какими-то пандусами, заездами. Даже я представил, что если там у кого есть ребенок или там, не дай бог, инвалидное кресло, в Бизнес-бэе жить в этом плане неудобно. А мы можем идти здесь? Да, конечно. Вот. Мой коллега мне посоветовал это место, и когда я приехал сюда, когда я увидел вот этот вот красивый парк, мы приехали специально на метро, когда я понял, что от Интернет-Сити я могу добраться до сюда буквально за 20 минут без проблем, и выхожу и сразу же попадаю к себе домой, конечно, это преимущество. Вот. И, ну, все в целом я вот это оценил и понял, что мне здесь жить будет удобно. Плюс ко всему, в тот момент здесь были очень хорошие цены по аренде. Здесь однокомнатная квартира в апреле 2023 года обходилась мне где-то 5500 дирхам в месяц. Сколько она по площади? Слушай, ну где-то 75 метров. С позволения надену очки, а то солнце светит.
метров 75 эта квартира получалась. Вот. Хорошая. Мне понравился дом, современный, входная группа, много удобств для проживающих. Один из самых больших бассейнов, которых я видел. Бассейн длиной 25 метров, шириной где-то 4-5 Ну, дорожек. сходим у тебя в квартиру Да, посмотреть. я покажу вам дальше. Давай вернемся к транспортной доступности. Вот ты сказал, что есть метро. Мгм. Вот я уже пару раз им Мгм. воспользовался. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя времени занимает вообще дорога вот до офиса, если использовать общественный транспорт? Но если общественный транспорт использовать, то, ну, где-то я говорю, что, ну, минут 25, наверное, вот так вот до интернет-сити я еду. Метро комфортное, удобное, садишься здесь, это же конечная станция, ты сел в пустой вагон Мгм. и приехал вот на свою станцию назначения. Я понял. Это удобно. Но плюс ко всему ведь можно и также добраться на автомобиле. Сюда можно приехать по 3 или 4 направлениям, да, можно выехать сразу на Шейх-Заид, платная дорога, но самая быстрая. Мгм. Я вот засекал, например, до, опять же, интернет-сити утром, когда пробки, можно доехать за 22 минуты. Чуть подольше это будет через Аль-Хейл-Роуд ехать где-то, ну, минут 35 в среднем. Но все равно это близко. Достаточно большое расстояние, но проезжаешь его, где же нет светофоров. Поэтому я считаю, полчаса на автомобиле до работы это удобно. Это знаешь, как я слышал здесь такое мнение по поводу дорог. Не мнение, а факт, Мгм. да, то, что здесь, да, действительно ведут 3 дороги на въезд. Да. Каждая из них имеет 7 полос в одну и в другую сторону. 7, 7, 7, 7, 7, 7, получается сколько? 6 на 7. Это у нас сколько получается? 42 две полосы, которые ведут туда и обратно. Какой еще из районов города, да? Я не фанат Экспо, но просто это Да, действительно selling point такой. Я не знаю, ты слышал об этом или нет. Но смотри, у меня складывается все впечатление, что это деревня сейчас. Ну, Когда правильно, я она же еду- называется Экспо Виллидж. Когда я Ты еду не на ошибаешься. машине, да, ты здесь много крутишься, потом ты едешь долго по шоссе, и даже если ты оказываешься, ну, вот, например, на южной части города, Мгм. да, тоже интернет-сити или там у меня офис Грин сейчас, едешь по таким долгим большим дорогам, просторам, такое ощущение, что едешь из области. Дорога небольшая, но все же, да, у тебя есть такой, как бы, ну, меня не покидает это впечатление. Ну, давай так, какая деревня может похвастаться тем, что у нее есть собственная станция метро, которая также одноименно называется Экспо 2020? Я таких вариантов не знаю. Вот. Плюс ко всему, ты прав. Хотя это Экспо Виллидж, да, рядом Экспо Сити, но мне-то и нравится именно это сочетание. С одной стороны, ты живешь как бы за городом, но в то же время я понимаю, что это город. Мгм. То, что 20 минут, и я на работе. Тем более, вот посмотри назад, и ты увидишь торговый центр. Это называется Экспо Молл. Сейчас он закрыт, но вот его планируют открыть в ближайшее время. И тогда у тебя ощущение города, оно будет еще больше и больше появляться. Мгм. Тем Мгм. более мы с тобой знаем, что в Дубай знаменит своими разными вот такими мероприятиями, событиями. Так вот, Экспо – это то место, где большинство мероприятий развлекательных проходит. Это тоже удобно. Ты перешел дорогу из Экспо Виллидж, буквально там 300-400 метров, и ты в центре событий. Здесь есть Аль-Васл, где проходят классные диджейские концерты. Сейчас вот там готовится рождественская ярмарка. Ты был год назад фестиваль Untold, здесь проходил. Нет, я не 3 дня, доехал. но это один из лучших фестивалей диджейской музыки. В общем, все вот эти мероприятия. Еще, если ты, а я знаю, ты спортсмен, да, ты занимаешься спортом, как и я тоже, то, что здесь вокруг Экспо проходит беговая дорожка и велосипедная. Порядка 8 километров. То Мгм. есть может бежать, у тебя будет разнообразный пейзаж перед тобой. Мгм. Мгм. Это важно. Про бассейн я уже ранее сказал. Плюс еще здесь, если ты помнишь, проходил вот этот вот месяц фитнес-фестиваля. Фитнес-фестиваль вместе, То есть да. вот это вот все вместе, понимаешь? Вот этот парк, с одной стороны тихо, в то же время современные дома. Вот эти вот все мероприятия, они вот создают вот эту вот атмосферу, что все-таки это не деревня, несмотря на Ну да, название. у меня, кстати, вот мы сегодня с оператором обсуждали, пока готовились, пока тебя ждали, о том, Мгм. что здесь складывается впечатление, что ты действительно живешь, да, за городом, вот, но у тебя есть при этом хорошая транспортная доступность, и это похоже на концепцию европейского маленького города рядом с каким-то мегаполисом. Да, люди как бы живут рядом с точки зрения транспортной доступности, но при этом они живут за пределами всей вот этой шумихи, да, городской, Мгм. в таком приватном уголочке,
в своей маленькой Ну, я с тобой деревне. согласен, да, у меня вот сестра живет в Стокгольме, то же самое. Ага. Они доезжают от своих домов до ближайшей станции метро, ставят велосипеды, а дальше там 20 минут, и они в центре Стокгольма. Вот, ты прав, такая же концепция проживания и здесь. в Экспо. Окей. Да. Окей. Да, мы, Игорь, с тобой, когда в прошлый раз бегали здесь утром, мне прямо запала Да, эта история. вот я тебе показал, и я знал, Я что тебе теперь хочу понравится. попрыгать еще раз. Попрыгай. Это вот такая вот детская площадка здесь. Слушай, но Ну, кстати, похоже на... современная детская Dubai Hills. площадка. Интервью в прыжке называется. Да. Но похожий концепт есть в Dubai Hills. Там тоже Да? есть такие же большие площадки, которые в других странах за деньги, да, чтобы Мгм. попасть на батут, ты должен там заплатить какую-то сумму денег. Здесь все бесплатно. Здесь есть большая, огромная песочница. Вот тут няня с ребенком гуляет. Сейчас утро буднего дня, поэтому многие дети, наверное, сейчас в школах, садик. Слушай, меня еще, знаешь, что удивило, когда я сюда первый раз приехал, я даже снял видео, отправил своим друзьям в Россию, что здесь идеальная чистота. Вот я помню, ходил, смотрел, высматривал. Я не увидел здесь ни одной жвачки валяющейся, ни одного окурка, ни спички, ни фантика, ничего. Здесь, ну, реально, улица чистит, моет каждый день по несколько раз. Это тоже, конечно, важно, потому что Дубай хоть и один из чистых городов в мире, но все равно есть районы, где, так скажем, не очень чисто. Я еще что хочу сказать, что важно для человека, который целый день проводит в активной фазе, да, на работе, тем более офис у нас, я говорю, что в Текоме, это один из самых таких оживленных районов Дубая, чтобы ты приезжал домой и получал вот такую вот тишину, спокойствие. И вот это Экспо-Сити, оно тебе дает такую возможность, дает это ощущение. Я люблю вечером прийти, погулять по этому парку. Парк, можно сказать, что твой личный, приватный, потому что здесь очень мало народу. Я не знаю, 2-3 человека гуляют. Я здесь уже знаю всех кошечек. Мы с женой кормим их периодически. Тоже у них там своя история интересная про этих кошечек. Вот. И мне не хочется отсюда никуда уезжать, а это важно. Часто задаешься вопросом, а в каком из районов города ты хотел бы купить квартиру? И я вот могу сказать, что, наверное, год я не мог понять, где мне нравится. Мне нравится Крик, где живут мои друзья, где ты, Дима, тоже живешь. Мне нравится Бизнес-Бэй, Даунтаун. Но есть нюансы у каждого из этих районов. Когда я пожил в Экспо, я осознал, что мой выбор будет... что мой выбор будет именно здесь. Я еще что хочу сказать, вот Андрей сказал Maritime City. До пляжа, который находится рядом с пальмой Джебел-Али, я забыл, как он называется, Сол Бич, по-моему, или как он там называется. В общем, до пляжа на машине я еду 18 минут. Ну, это близко на самом деле. И без пробок. Ты выезжаешь сразу на Шейх Заед, и буквально там 2-3 километра направо, и все. Ты оказываешься на пляже. Это тоже важно. А 23 минуты отсюда находится пляж секретный, который дикий, там нету ничего, кроме нескольких древних вилл, локалов на первой береговой линии в 3 минутах от моря, в 3 метрах от моря. И вот это вообще сказка просто. Это стык Дубая и Абу-Даби прям ровно. И это не имкан, это реально географический стык Дубая и Абу-Даби. Ну вот, видите, там никого нет. Поэтому таких вот точек притяжения здесь очень много найти. Плюс ко всему. Смотри, кстати, открывают. Открывают, садик. кстати, да. Постепенно это все будет, конечно, открываться. Здесь будет... Я вспоминаю, кстати, Крик 2 года назад, когда я первый раз туда приехал, там же тоже ничего не было. Ну, будем, откровенно Да. говорить. Смотрите, кстати, вот важно заметить то, что районы имеют определенный цикл развития, да. Вот когда я заселился, свой первый долгосрочный контракт в Крике в 2022 году, я жил на острове, не было ничего, никакой коммерции. То есть вся вот примерно в таком же состоянии все это было. Работал KFC, маленький супермаркет, типа 24 часа, и все, ничего. За 2 года практически не осталось ни одной коммерческой площадки, ни одного коммерческого помещения свободным. Сейчас там работают практически все сетевые заведения. Roasters, знаменитый своим кофе с золотом. Открылся мой родной, нашего родного города, Дуа. Да. Классный грузинский ресторан. Павлова открылась своим, соответственно, известнейшим кондитерским изделием. В общем, куча мест, там, не знаю, ресторанов 30-40 уже работает, и это
характеризует то, что... Ну, не характеризует, я бы сказал так. Здесь характерно в Дубае, когда район сначала инфраструктурно застраивается, а потом, то есть все готовится для жизни, да, строятся, подготавливаются площадки, строятся дома, дороги, транспортная доступность там формируется какая-то. Потом начинается активное приглашение, скажем, людей жить сюда, и люди переезжают, и тогда начинает жизнь бить ключом. Да. Соответственно, вот 2 года, 1,5 назад было так в Крике. И я думаю, что это произойдет и, скорее всего, через некоторое время здесь. Тем более, ну вот я говорил в ролике о том, что здесь в следующем году въедет несколько десятков новых офисов и планируется 40 тысяч новых сотрудников, которые будут работать в этой локации. Вот, Игорь, а давай, кстати, поговорим о важном моменте про аренду. Вот с одной стороны отрадно слышать, что да, сюда будут люди приезжать, но с другой стороны мне немного от этого так становится грустно, потому что я понимаю, что цена аренды вырастет. Дим, еще вот хочу обратить внимание, посмотри, как все продумано. Смотри, уже оборудованы стоянки для велосипедов. То есть они уже предполагают, что люди здесь будут жить и пользоваться велосипедами. Еще вот эти вот широкие тротуары, как я уже сказал в начале, да, что мне не нравилось в Бизнес-Бэй на Марине, то что узенькие тротуары, ты вот так идешь, там 2 человекам не разойтись. Здесь вот, ну, пожалуйста, широко, с коляской или там еще с детьми проблем нет. Входная группа, опять же, с улицы, тоже удобно. Не куда-то там подниматься наверх на какие-то пандусы, как вот в зданиях начала 2000-х годов на Марине, а вот прямо с улицы зашел. Посмотри вот еще здесь. Видишь, все сделано для того, чтобы там на велосипеде заехал. Вот эти вот удобные, да, такие сделаны въезды. Ну или коляска, да. Для коляски. Все продумано. Но вот посмотри, уже открывается салон красоты, аптека, вот там уже вешают рекламу. Твой любимый Мой любимый ресторан с курочкой. ресторан, да, фастфуд с курочкой, Чикинг называется. И здесь находится коворкинг-центр. Это сеть, по городу их несколько. Это к вопросу о том, что да, ехать куда-то на работу, а в принципе зачем? Если у тебя работа подразумевает, что ты можешь работать удаленно, то ездить-то никуда не надо. Здесь очень хорошие цены, кстати, на аренду рабочего места. Там гибкий у них flexible план есть. Ну, смотри, здесь даже есть вот, здесь есть даже открытая территория. Нравится работать на улице, пожалуйста. Ну тут можно презентации проводить, да? Да. Очень удобно. Вот посмотри, сделан такой, как ярус. И у каждого есть своя розеточка, да, можешь подключить свой девайс, зарядить. Удобно. Прикольно. И в тени находиться. Ну да, здесь, наверное, летом жарковато. Летом жарковато, но летом можно работать внутри. Окей. Ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше, да. Слушай, но ты говоришь, 40 тысяч человек сюда переедет. С одной стороны, отрадно слышать, что такой популярный район будет наполняться жителями, но с другой стороны, конечно, это все отразится отрицательно на аренде. Вот я в апреле 2023 года однокомнатную квартиру здесь арендовал за 5500 дирхам в месяц. Сейчас цена аренды уже 9 тысяч, то есть почти в 2 раза цена выросла. И я предполагаю, что чем больше людей сюда переедет, тем выше будет аренда. Ну, логично. Потому что, по сути, кроме тех зданий, которые вокруг нас, альтернативы-то и нету, да, потому что ближайшее здание, которое будет в Экспо-Сити, новое здание, жилое, будет сдано в 2026 году. В 2026 году, да, там будет здание. Покажи, кстати, смотри, здесь классный вид мола торгового центра, смотри, какой он огромный отсюда. И вот получается, да, вот это вот все мол, и он соединен с вот этим переходом и входом в станцию метро, то есть есть вход в торговый центр из метро, который там... А мне очень нравится вид вот такой футуристичной станции метро. И я считаю, что, наверное, ну, по моему мнению, это самая красивая станция метро в Дубае. Вот у меня, когда сюда приезжали друзья, ни от одного человека слышал, что он такие, неужели это метро? У нас впечатление, что мы находимся в каком-то аэропорте. А ты знаешь, если в Санкт-Петербурге и в Москве станция метро это как музей, то здесь это как музей будущего. Музей будущего. Да, я согласен с тобой, здесь метро очень крутое. Да. Да. Плюс ко всему, в метро есть магазин, есть кафе. Это тоже важно. Еще я что хотел сказать по поводу будущего развития. Ну, вот остановимся. посмотри назад
Видишь, вот эта вот остановка, отсюда ходят автобусы до аэропорта Аль-Мактум и такси. Ну, здесь буквально 15 минут ехать. А ведь мы с тобой знаем, что Аль-Мактум — это будущий самый большой аэропорт в мире. Такие планы. И получается, что вот этот район, он ближайший к самому большому аэропорту в мире. Ну, Это- в целом сейчас весь девелопмент настроен на юг города, да, и это единственная комьюнити, которая сейчас вообще имеет какой-то более-менее законченный вид, куда можно переехать, да, потому что все остальные, они только в стадии строительства. Ну, Он, кстати, торчит еще и эксибишн-центр, да. а Exhibition Center, они же будут еще увеличиваться 2-3 раза. Планы я видел уже на макете развития. А у меня из отеля видно, как, как стройка идет. уже идет в эту и в ту сторону. В выставочном центре в среднем проходит примерно 300 мероприятий в год. Мгм. В 26 году их будет 600, потому что из World Trade Center все переедет Все сюда. переедет сюда. Да, они как раз для этого его перестраивают, чтобы... Представляю, как вырастет аренда в этом месте. Окей, ну что, давай тогда сходим Пойдем. в дом твой посмотрим, да? Пойдем, я тебе Ты покажу, рассказывал да. про свой крутой бассейн. Hello, how are you? Здравствуй. Philip, hello, how are you? Hello. Игорь, тебя все знают, да? Мистер Игорь. Мистер Егор, как меня здесь называют. Да, ну вот, опять же, секундочку, нюансы. Смотрите, уже все предусмотрено. Вот эти направляющие, это для того, чтобы человек, который у него проблемы со зрением, не ошибся и не прошел мимо лифта. Все продумано. Все для людей. Is this studio or not? No, this is a one bedroom. This is a One bedroom? apartment. Yes. Wow, another layout. Okay. This is different. Open Ah, kitchen. different. Ah, Yes. It goes as it is, yeah? With the furniture, with the Yeah. appliances, with everything. As this it all is, yeah? included, yeah. Even with these, These are your details. accessories. All right. This is just Alright. decoration. Okay, so you have a balcony overlooking the You have three balcons. subway. 3 balcons. You have three balcons. Mm-hmm. Wow. Enormous bedroom. More than in my apartment. This it looks like. Ah. It's look bigger, yeah? Yeah. And what's the Bigger. price for? No, bigger, one square- but bathroom less. Bathroom is, Then is you have less this. size, yeah? This is your utility room. Utility room. Utility bigger. Wow. It would be a study room as well, It's, yeah? yeah. This is your utility room in case. Окей. Это может быть еще и комната для This can be a The, bedroom. the Ребенка, room где- for который будет mother-in-law. делать A room for mother-in-law. Okay, mother-in-law, okay. What's the price for monthly for this apartment? The monthly prices are set by our reservations. So reservations will tell you how much once you contact our reservations. Okay. They'll tell you how much you're supposed to pay. Mhm. Yes. Okay. If you really feel you want a discount, still you have to go to them and tell them I need a discount. I want to stay here for a year. I A want year. to stay here for 6 months. All right. Give me a discount. Okay. Yes. Discount. So once you pay to stay here for a month, they'll clean your house twice in a week. Okay. They'll change your linens. They'll give you tea amenities. Every time they come to clean your house, they'll give you toilet amenities as well. Mhm. All right. Yes. You have Wi-Fi here. You have Wi-Fi. So the only thing you come with is you come with your clothes and food. Everything is in here. Be honest, Wi-Fi is very weak. Yeah, for sure it's weak because so many people are working from home. Мгм. Вы можете еще добавить, допустим, что And I тут think, уборка проходит. А, мы уже сказали. А, ну окей. And I think it's not yet on. то есть We've not yet upgraded to 5G. I think we are lower than 5G. Still So that's 4G. why it is a bit low. Эти 3 здания, которые 1C, 1B, 1A, они принадлежат компании Expo Village. И здесь квартиру нельзя купить, ее можно только арендовать. Есть еще другая компания, которая называется Civils. Они занимаются долгосрочной арендой. окей. А в этом здании ты можешь снимать квартиру помесячно арендовать. Вот так как же- это да, делаешь? как делаю я. Окей. Вот, и цена, конечно, будет расти от сезона. Мгм. Будет зависеть Вся от гибкое сезона. ценообразование. Но плюс почему мне нравится
именно вот эта система, да, почему я арендую на месяц, а не на год, потому что в эту стоимость входит уборка 2 раза в неделю, входит замена белья, биоменяют, сюда приносят вот эти туалетные принадлежности, сюда приносят и меняют тоже вот этот кофе, чай, там что-то еще какие-то там, вот, сахар, соль, песок. Сахар, соль, песок. Посудомойка есть, что немного. Посудомоечная машина. Мне нравится, очень удобно. Да. Редкость, да. Редкость. Квартиры чуть-чуть... Какой-то насмотренный, все знаешь. One bedroom, редкость. Квартиры Она могут есть. отличаться своей планировкой. Вот я арендую похожие квартиры, но у меня больше санузел, он проходной, можно зайти из спальни. Но при этом спальня чуть меньше, здесь спальня огромная. Плюс еще здесь есть хозяйственная комната, где стоит стиральная машина, и там же можно Хранить разместить что-нибудь. много вещей. Мгм. Как мы пошутили, комната Для для тещи. тещи. Вот, так что теща, welcome в Expo Village, вам мы здесь всегда рады и место найдем. Как раз деревня. Да, как раз Деревня, деревня. да, здесь еще, А да. так в целом все, на мой взгляд, просто, без изысков, но удобно. Жить здесь комфортно. Вот, посмотри, какой красивый Давай на вид. балкон. Это 5-й этаж. Окна выходят как раз, это вот, получается, утреннее солнце, как раз восток там, то есть солнышко будет утром, дальше оно туда выходит уже на юг. А вот посмотри, кстати, справа, если ты повернешь камеру вправо, там вот видно как раз, как выставочный центр строится. Вот там. Да. И Он будет расширяться, в да? противоположную сторону, влево то же самое. Слушай, он и сейчас-то огромный, это Южный холл он называется, да, но он будет еще больше, как я понимаю, в 2 раза. Да. 600 выставок будет проходить в 600 год. выставок, То есть да. по 2 в день. Ну, понятно, что они будут делить, видимо, на южную и северную часть в каких-то ситуациях. Соответственно, вот станция метро, да, соседняя у нас Аль-Мактум аэропорт Мгм. в эту сторону, а в ту Вот, сторону... там меня из окна видно Аль-Мактум, кстати. Так, а в ту сторону что ты имеешь в виду? Туда идет Туда в DIP. сторону Марина. Туда в сторону Марина, да, следующая станция это DIP, Дубай Инвестмент Парк. Ну, а там дальше уже Аль-Фуджан и все прочее, да. Слушай, в этой квартире 3 балкона. Тоже удобно, кстати. Капец, очень много. Ну, вот посмотри, какое большое пространство. Оно разбито на такие зоны. Там с той стороны газон, где можно заниматься йогой, можно просто полежать на травке. Газон? Да, газон, прямо газон. Очень мягкий, проверено. Скамеечки, разные уголки. Вечером это все подсвечено. А, вот это вот, да? Да, Прикольно, да. там а тут еще... не пахнет? Чем? Ну, газон, когда поливают, часто Газон поливают, поливают водой такой, знаешь. вода вонючей. бывает, да, иногда пахнет, но не так, чтобы прямо супер. Твой Потом знаменитый еще, бассейн, да? да, бассейн, потом мы в зал зайдем, я покажу. Ну вот он. Причем здесь достаточно хорошая глубина, 1,5 метра, для того, чтобы нырнуть туда. Там дальше уже более мелкая часть. Вечером это все подсвечивается. Вода в зимнее время, а сейчас у нас зима, она подогревается. Соответственно, летом наоборот охлаждается. Никогда здесь не бывает много народа, толчаи какой-то, всем места хватает. Зонтики, шезлонги, полотенца, которые дают бесплатно тебе чистые. О, то есть Да. полотенцами не надо приходить. Полотенцами а не надо приносят. приходить, да, это большой плюс. Круто. С той стороны детский бассейн находится, а за ним еще территория с детской площадкой. Так Мгм. что вот и для взрослых, и для детей. И обязательно дежурные спасатели. А как же безопасность превыше всего? Но тут, смотри, мне кажется, здесь нет солнца, да, в принципе, да, за счет того, Оно что бывает, вот выходит оттуда, где-то часа 2 солнца есть, достаточно. Мне это и нравится, потому что я помню в Ольфуджане, когда мы арендовали квартиру, там бассейн, наоборот, был на солнечной стороне, от солнца никуда не спрятаться было, и для меня это, наоборот, минус. Когда тебе жарко, ты хочешь в тенечке полежать, а светит солнце. Ты знаешь, я недавно общался с приятелем, у которого маленький-маленький ребенок, Мгм. и они сказали, что они, наоборот, ищут комплекс, где бассейн закрытый, Ну, полностью закрытый. а. Ну, либо вот таким образом, Да. либо навес, потому что есть дома, в которых бассейн, ну, закрытый. Они, как правило, ну, такие А. более высокого уровня, не массового сегмента. Вот, пожалуйста, бассейн закрытый, да, видишь, Да. теневая Ребенок сторона. может постоянно купаться, но если Конечно. вода еще подогревается. Конечно, да.
Окей. А у тебя куда смотрят окна? У меня окна выходят сюда как раз... А, нет, сори. У меня окна выходят туда, в сторону метро. М. Вид красивый. У меня 8 этаж, ну плюс еще 3 этажа вот этот вот пандус. И получается уровень где-то 11-12 этажа. Вид на панораму города. Я вижу Марину, GLT, О, ничего себе. интернет-сети, да? Круто. Вид красивый. Пойдем еще, для тебя очень важно, ты как человек, который любишь тяжести поднимать, то вот хороший спортивный зал. Кстати, вот оценишь, мне важно твое мнение. Но вот смотри, что мне еще нравится. Вот этот вот спортивный центр, да, тренажерный зал, он как бы находится в одном здании. Я бы сказал, что это не просто тренажерный зал, это целый спортивный клуб на территории вот этого жилого Ну, здания. ты видишь в отдельном здании, В да? отдельном здании. Не знаю, какой от этого есть плюс или минус, но мне вот это нравится, что ты попадаешь как в отдельный клуб приходишь. Прошу. Как мы можем заметить, пользуется большой популярностью. О, да. Да, Дорожки все заняты. дорожки все заняты, да, люди невидимы, но мы не забываем, что сегодня у нас рабочий день, поэтому... Так, ну что у тебя большинство- тут есть? Вот У тебя оцени, есть, пожалуйста. Тренажер Смита, Да, свободные веса, две штанги. качество, ты вот скажи, А это классика, смотри, кстати, дубайского спортзала, когда Так. есть штанга, мгм, но нет стойки для нее. нет стойки для тебя, Это да? просто классика. Но зато есть безопасные блины, я вижу. В смысле? Ну, я имею в виду, что не какие-то там, как железные, еще что-то, им невозможно пораниться. Видишь, они обтянуты. Все. Ладно, Игорь, ну они все во всех залах, они Да, прорезинены. хорошо. Ну я... Ладно, это зал, будем так говорить, окей. Ну подожди, ну что Окей. значит окей? Мне как-то обидно, когда зал окей. Не, Нет. ну просто Скажи, пожалуйста, поподробнее. Вот эти тренажеры Matrix, или как они называются? Matrix это хороший бренд, Хороший бренд. но дело не в бренде, да, А ну в чем? давай так, а в том, как они В уровне. Матрикс это укомплектованы. хорошо. Как вы к Леву Самойлову относитесь? А Vision Fitness что это, какая-то хорошая считается? Высокого уровня марка? Vision не знаю, честно. Я знаю, естественно, Life Fitness, я знаю Matrix Мгм. и так далее, но Vision это мне не знаю. Я не профессионал в оборудовании, Игорь. Ну я просто так же, как подумал, вот что ты Ziva, как там. юзер. Я юзер, да. Да. Не, ну вот так вот я говорю, что не моя сильная сторона, тренажеры, но я вижу набор гантелей практически каждого всех весов. Есть вот это вот, где ты можешь поподтягиваться, поотжиматься. Есть, как он называется-то, вот этот вот Эллипсоид. эллипсоид, беговые дорожки, причем сколько, три штуки. Велосчет здесь, тренажер. Ну и много... В MGL похожая концепция, у них тоже внутри зал такой. У меня есть Похож. видос. Цветочки, много зелени. У меня когда жена сюда первый раз приехала, она такая: ой, как мне здесь все нравится, как будто бы я на даче. На даче? Да, да. Ну вот еще, если на первом уровне где-нибудь квартира, то создается впечатление. Но да, Чтоб такие дальше квартиры, они такие неоднозначные. Кому-то прям нравится, а кому-то кто-то считает это не очень такой приватной Да, с одной историей. стороны, да, но самое главное, что с другой стороны дома такие же квартиры, но у них вместо террасы такого же размера балкон, М. который, по сути, вы живете на 4-м этаже, потому что у вас под вами 2 уровня Тебя парковки. никто не видит, Вас да. никто не видит, и вы также можете, мне кажется, даже барбекю расположить. Но есть плюс, я могу сказать, что когда у тебя квартира с такой террасой, ты видишь, отдельная калиточка, ты вышел, и ты сразу находишься у бассейна или там вот на этой территории. Это супер актуально. Вот у меня есть подобная двушка в Six Senses на Пальме. Да. Там внутри, во-первых, это Six Senses гораздо более приватный комплекс, Мгм. потому что он более высокого уровня на Мгм. Пальме, да. И там вот здесь просто лес. И там сразу пляж начинается, и бассейн еще. И вот в комплексах, которые имеют больше приватности, ну, это где Мгм. квартир существенно меньше, там, не Мгм. знаю, 4-5 на этаже и невысокие здания, вот такие вот вещи, они прям круто, потому что ты живешь как в таунхаусе. Ну, Потому что у тебя как бы зелени много, у тебя приватный вход и выход. Дети могут спокойно выходить на великах, можно Да. хранить здесь велики, да, не где-то их оставлять на парковке. Ты взял, поставил велики, катайся там по своей территории, сколько угодно, там территория, да, больше в том Мгм. комплексе. Вот, и, ну, в общем, как бы это вот... Ну, удобно. в некоторых комплексах это прям даже не то, что там так 50 на 50, это прям преимущество вот такие Мгм. концепции такие иметь, да, такие квартиры на G-флоре, да. на первом да, этаже. ничто же не мешает тебе здесь какие-то посадить, поставить Ну, да, уже так и делают, да. растения, и все отгородиться полностью. Классно. Я бы хотел такое.
19,5 миллионов на Пальме. И всего лишь, да? Ну, я скидку сделаешь, поговорим. Ну, я поговорю с собственным. Хорошо. Ну что, Игорь, спасибо тебе большое за Да. то, что показал свой район. Я рад, что тебе Я тут понравилось. немножко освоился, но пройдя с тобой его еще раз, как бы я думаю, что мы сделали такую картину законченной, Мгм. да, особенно для тех, кто еще здесь не был. Спасибо тебе большое, а мы двигаемся дальше. Ну, наша прогулка с Игорем в деревне Экспо закончилась, и я перебрался на сторону Экспо-Сити, страна, где уже вот, мы видим много коммерции, павильоны, галереи, вот эти вот классные архитектурные местечки. Это у нас 4000 солнечных батарей, вот так выглядят, которые обеспечивают электричеством этот район. В общем, мы с вами сейчас зайдем в центр, и я вам покажу, как из себя выглядит будущее Экспо на макете. Ну что, ребята, мы добрались до Экспо-Сити. Экспо-Сити – это район, который является ядром всего макрорайона Экспо, и он отделяется от Экспо-Виллидж, где мы только что гуляли с Игорем, веткой метрополитена, а также выставочным центром. Это государственный девелопер, который на 100% принадлежит государству. В числе руководителей, назовем так, бенефициаров этой компании находятся шейхи, человек, один из которых является, по сути, министром иностранных дел, второй занимается гражданской авиацией, является важным членом совета директоров сети Emirates, в который входит в том числе авиакомпания номер 1, признанная во всем мире. Ну, давайте вернемся к Экспо, да. Значит, что из себя представляет в целом район Экспо 2020? Экспо в целом, оба этих подрайона составляют площадь 3,5 миллионов квадратных метров, что в 2 раза больше, чем сегодняшний даунтаун. Часть этого района, как я говорил ранее, обеспечивается 4000 солнечными батареями, которые обеспечивают электричеством, забирая на себя часть потребностей этого города с точки зрения электричества, что на резидентов, которые здесь будут проживать, повлияет, естественно, положительно не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения того, что коммунальные услуги будут стоить на 20-30% дешевле. Еще очень любопытные факты. В течение ближайших нескольких лет сюда переедет 40 тысяч сотрудников компании. Сейчас уже открываются офисы компании Siemens, DP World, Bank Avio и многие-многие другие компании из Fortune 500, компании, которые относятся к самым объемным и капиталоемким во всем мире. Соответственно, за этими компаниями сюда уже на готовые офисы уже начинают сдаваться, переедут сотрудники. 40 тысяч сотрудников в течение ближайших 2-3 лет сюда заедет. Внимание, когда мы перейдем на макет, я об этом обязательно скажу и покажу. Весь объем квартирного фонда, который здесь будет построен в ближайшие несколько лет, составляет 35 тысяч. То есть, соответственно, количество людей, которые здесь будут работать, их будет существенно больше, чем мест, квартир, которые вообще будут построены. О чем это говорит? Это говорит о том, что спрос на аренду будет выше, чем предложение. Это уже характерно и сейчас. Мы с Игорем говорили о росте цен на аренду вот в той части, где он сейчас проживает. И даже несмотря на летний период, Игорь в течение последних нескольких месяцев сталкивался, по сути, с тем, что ставки по аренде ему повышают. Таким образом, вот из этих некоторых цифр и фактов можно сделать вывод о перспективе роста аренды в этом районе в дальнейшем, в течение ближайших 2-3 лет, когда будут сюда заезжать эти компании и будет разрастаться центр, в котором проходят выставки. Эти краны, которые мы видим, это первое резидентское здание, которое в районе Экспо-Сити будет построено, Mangrove Residence, вот рядом с павильоном Узбекистан. Там, кстати, очень классный узбекский ресторан. Достаточно приемлемые цены, понятная кухня. Вкусно, рекомендую. Итак, мы у макета. Давайте начнем с крупных мазков. Значит, смотрите.
Что первое бросается в глаза, это, конечно же, выставочный центр. Вот я его красным подсвечиваю, его, естественно, здесь, как говорится, нельзя не увидеть. Это огромный выставочный центр, который уже в 2026 году полностью заменит World Trade Center, который располагается в DIFC. И все выставки, которые проходят там, в Дубае, прямо в центре города, супер загруженной локации, переедут сюда. 180 тысяч квадратных метров, что 18 гектар. Видите, здесь уже идет строительство, увеличение его в объеме в эту сторону и аналогично, симметрично в ту сторону. Таким образом, это станет самым крупным местом для проведения выставок уже начиная с 2026 года. Значит, в 2026 году будут здесь все проходить выставки. 600 каждый год выставок будет проходить. Сейчас вот в этом небольшом выставочном центре проходит 300. То есть увеличится примерно вдвое. Представьте себе, какой будет спрос на аренду. Многие уже прожужжали все уши, многие специалисты по, в том числе и недвижимости, по поводу аэропорта Аль-Мактум. Конечно же, вы об этом знаете. Инвестиции более 100 миллиардов совокупные 100 миллиардов долларов в этот аэропорт уже были и будут, и это будет самый крупный аэропорт. Поэтому, короче говоря, вот сюда у нас все будут ребята с выставок приезжать, и я вот сейчас проживаю вот в этом отеле. Вот он прямо находится рядом с Аль-Вассл Дом, Экспо называется, Экспо Роув. Вот сейчас проходит выставка, на которую приехали ребята, занимающиеся частной авиацией. Вот половина отеля занята теми, кто приехал на эту выставку. Представим себе, когда вот это вот все заработает, да, и какой будет спрос здесь на эти номера в отелях. Вот эти вот 8 зданий, которые располагаются между вот Аль-Вассл Дом и Экспо-центром. Это будущие здания коммерческие, и в том числе отельные от Альдара, в которых также будут добавлены отельные номера для того, чтобы обеспечивать потребность всех тех, кто приезжает на выставки. Значит, идем дальше. Здесь у нас переход и станция метро. Вот эта станция метро уже функционирует, и если мы поедем вот сюда, то мы в следующей станции как раз достигнем аэропорт Аль-Мактум. Если же ехать туда, вверх, то это дорога в сторону Дубай-Марины. 3 или 4 остановки, и вы уже на Дубай-Марины, прямо в сердце Марины и JBR. Это район слева, которым мы гуляли с Игорем. Видим, что эти все здания уже построены, они были построены к Экспо. Да, уже много раз мы об этом говорили. Это у нас торговый центр, он уже стоит. Мы вот здесь с Игорем записывали видео, стояли вот в центральном круге вот этом зеленом. Торговый центр построен, и осталось просто дождаться, пока люди сюда заедут, достроится жильем, и будет введена полностью коммерческая часть, и этот торговый центр заработает и так далее. Вот на этой парковке будут на самом деле дома от Эмара. Естественно, Экспо не будет здесь выставлять своих конкурентов. Здесь будут 4 больших здания от госзастройщика Эмар, который называется Terra Heights. Кстати, они совсем недавно были проданы. Кстати, обратите внимание на дороги. Кроме станции метро, сюда идет 3 больших трассы. Каждая трасса состоит из 7 полос в одну сторону, то есть 42 полосы, которые ведет туда и обратно в этот район. Представляете, какая потенциальная здесь емкость и поток автомобилей предусмотрен для этого района. Очевидно, инфраструктура построена была до того, как будет этот район введен в эксплуатацию. И не забываем о том, что у нас здесь есть с вами станция метро. Значит, двигаемся дальше. В Дубае ветки метрополитена разбросаны весьма хаотично. А если быть точным, в принципе, метро вообще не развито, будем говорить откровенно. В основном одна красная ветка, которая идет вдоль Шейх-Зайед-рода. И, в общем-то, это все. Но, как ни странно, в Экспо 2020 есть такая станция. Существует уже метро. Оно было построено непосредственно к событию Экспо 2020. Как и, собственно говоря, вся инфраструктура, которая здесь есть. Вот. И вот оно себе представляет вот такую вот футуристическую картину. При этом народу здесь нет никого. Так, пользуясь тем, что у нас макет тут классно подсвечивается, я хочу показать вам вот эти вот здания в центре по правую и левую руку. Это у нас все офисные помещения. Они уже построены. Мы сейчас с вами прогуляемся. На этом видео я покажу обязательно эти здания. Вот они уже стоят, и они просто ждут своих
коммерсантов, которые в них заедут. Ну, Альвасл дом, конечно же, вы видели. Я множество видео выкладываю в своих соцсетях. И в этом видео в том числе не обойдусь без демонстрации вот этого потрясного, иммерсивного такого пространства, в котором вечером особенно вообще в кайф прогуляться и посмотреть на графику, которая там инсталируется. Так, идем дальше. Теперь я подсвечиваю резидентские части. Но прежде чем мы поговорим про квартиры, вот это вот у нас район уже весь продан. Обратите внимание, здесь у нас прям целый лес будет, 200 тысяч квадратных метров зеленого леса. Такой заповедничек. Естественно, он будет искусственным сделан, но здесь вот обещаю даже каких-то косулей запустить. На разном уровне располагаются виллы, также таунхаусы. Этот район у нас уже продан. А вот это район будущего. Если вы все еще хотите рассмотреть, например, малоэтажную стройку и купить таунхаус или виллу в этом районе, то вот здесь вот будет Экспо Хиллз район. Он еще в проекте, то есть он еще не в продаже. В скором времени, ну, надеюсь, в 2025-2026 году он выйдет в продажу, и мы увидим, что он из себя будет представлять. Значит, это у нас зеленый рынок, здесь опера, культурный район, вот этот вот, который сейчас у нас в фокусе нашей камеры. Здесь будут всякие культурно-развлекательные мероприятия. Ну и вернемся к жилью. Вот это вот все, что мы видим здесь, вот этими зелеными прямоугольничками на крыше, это все у нас жилье, которое будет потихоньку вводиться в эксплуатацию. На сегодняшний день продано вот эти 3 башни, эти 3 башни и эти 3 башни. Вот эти вот 3 проекта, Мангров, Sky Residence и так далее, это проекты, которые уже были на рынке и частично распроданы. Дальше нас ждет дальнейший вот девелопмент и постройка, и продажа этих резидентских зданий. Вот один из примеров районов, в котором будут сочетаться офисы и коммерческие помещения. Я в этом видео также покажу, как это выглядит настоящую, как говорится, в реальном этом мире. Вот. Но это макет, который тоже стоит, наверное, обозреть. Это все уже построено. Внимание. Там, где мы видим вот эти вот синие таблички, это уже действующие арендаторы. Это у нас один из павильонов, которые, вот этот вот огромный павильонов, который уже сейчас действует. Это музей. Там у нас музей экологии и заботы о окружающей среде, называется он примерно по-русски так. А вот на камере у нас на стене такая карта необычная, в которой видно расположение Экспо. Да, вот, собственно говоря, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 25, 30, 50 минут. Это все у нас эти круги, в которые демонстрируют удаленность на автомобиле, понятно, до тех или иных районов. Ну, то есть до Пан-Джи-Мэри у нас до 15 минут езды. В целом, ну, примерно, наверное, 15-20 минут, да, это похожая история. До Думая-Марины действительно ехать буквально 10 минут по широкой дороге. Ну и, соответственно, если все-таки у вас ориентир на север города и в сторону Шарджи и аэропорта DXB, то, да, дорога может достигать до часа. Друзья мои, ну, в общем-то, все. На этом видео про этот район Экспо подошло к концу. Я обозревал с точки зрения бытового проживания здесь, а также со стороны потенциального инвестора. Я надеюсь, это видео заслуживает того, чтобы вы поставили ему лайк. Если вы не подписались на мой канал, вы обязательно должны это сделать прямо сейчас. Спасибо вам большое за просмотр и всего хорошего. Пока.